В 2005 году компания Sony Ericsson, спустя год после анонса своего первого камерафона K700, представила новую модель, которая была призвана устранить ключевые недостатки предшественника. Огромный набор функций без лишних компромиссов позволил новинке стать самым продаваемым телефоном в истории бренда. Это Sony Ericsson K750. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла примерно 16 тысяч рублей. Он выпускался в черном и красном цветах, но за рубежом встречался и серебристый вариант. Устройство имеет телефонную книгу на 500 контактов, 40-голосную полифонию, возможность отправки MMS-сообщений, поддержку Java, GPRS 10 класса, инфракрасный порт, Bluetooth версии 2.0, MP3-плеер, радиоприемник, диктофон, 2-мегапиксельную камеру с подсветкой и возможностью видеосъемки, 38 мегабайт встроенной памяти и слот для карт Memory Stick Pro Duo объемом до 2 гигабайт. Высота телефона 10 см, ширина примерно 4,5, вес 99 грамм, толщина телефона около 2 см. Дисплей выполнен по технологии TFT. Он отображает до 262 тысяч цветов и имеет разрешение 176 на 220 пикселей. Заявленное время работы от аккумулятора на 900 мАч около 16 суток в режиме ожидания и 9 часов в режиме разговора. Снизу находится новый универсальный разъем FastPort, который объединил функции зарядки, передачи данных и подключения аксессуаров в одном интерфейсе. Слева от него микрофон, а справа петелька для ремешка. На левом торце кнопка плеера и слот для карт памяти Memory Stick Pro Duo. На правом качелька регулировки громкости и клавиша камеры. Сверху кнопка включения и инфракрасный порт. Под его окошком также находится светодиод, который мигает при низком уровне заряда батареи. Несмотря на сходство телефона K750 с предшественником K700, выпущенным годом ранее, он получил множество мелких изменений и улучшений. При первом включении пользователя традиционно встречает мастер настройки. Он позволяет задать некоторые базовые параметры, выбрать язык интерфейса, установить время и дату и перенести номера с сим-карты в память телефона. Также он предлагает ознакомиться с назначением некоторых клавиш. Клавиатура имеет подсветку белого цвета. Размер клавиш по сравнению с предыдущей моделью слегка увеличился. Джойстик, в свою очередь, стал меньше. Над ним разместилась новая кнопка, открывающая меню событий, состоящее из 3 вкладок. В первой отображаются различные уведомления. Во второй находятся ссылки быстрого доступа к избранным функциям. Внизу списка расположена кнопка для добавления новых ссылок. А в третью попадают сохраненные интернет-закладки. С появлением новой кнопки необходимость в меню быстрого действия отпала, в результате чего изменилось и назначение правой софт-клавиши в режиме ожидания. Теперь она открывает главное меню. В K750 его появление сопровождается анимацией, а выбранная иконка постоянно подпрыгивает для наглядности. Различные списки также появляются с плавной анимацией. Несмотря на это, система стала более отзывчивой, а навигация ускорилась. Визуально это подчеркнуто более короткими переходами между пунктами меню. Помимо этого были перерисованы некоторые иконки и изменена локализация. Сокращений в интерфейсе стало меньше, но это пошло на пользу не во всех случаях. Организация телефонной книги осталась прежней. Сохранить можно до 500 контактов, что на 10 меньше, чем в K700, каждый из которых может содержать до 5 номеров. Данные распределены по 5 тематическим вкладкам с обновленными значками. Персонализация включает установку фотографии, индивидуальные мелодии звонка и запись голосовой команды, отдельной для каждого номера. Для активации голосового набора необходимо удерживать кнопку увеличения громкости. В последней вкладке появилась возможность указать дату рождения контакта и добавить события в календарь. В настройках справочника есть ряд дополнительных функций, среди которых опция быстрого набора избранных номеров, создание персональной визитки, перенос номеров между сим-картой и памятью телефона, передача всего списка контактов на другое устройство и их группировка для SMS-рассылок. Стандартный SMS-редактор поддерживает как побуквенный метод ввода, так и интеллектуальный режим T9. Однако он лишился возможности форматирования текста, которая была в предыдущей модели. Уменьшилось и количество встроенных монохромных картинок. Монофонические мелодии не появились в телефоне вовсе. Стандартные мелодии и смайлики вернулись в прежнем виде.
При создании мультимедийного сообщения функция съемки была перемещена в самое начало списка выбора вложений, что создает ей дополнительный акцент. Цвет фона и длительность показа каждой страницы регулируются. Появилась возможность добавить к сообщению подпись. Она может содержать любые вложения и автоматически добавляется в конец каждого нового сообщения в виде отдельной страницы. В настройках ММС также был введен пункт изменения масштаба отправляемых изображений. В меню выбора типа сообщения появился пункт «Голосовое сообщение». Он позволяет быстро сделать диктофонную запись и отправить ее через ММС, минуя стандартный редактор. В телефоне сохранилась возможность работы с электронной почтой, включая поддержку вложений любого типа. Единственным изменением стал обновленный интерфейс подтверждения отправки письма. Остался и сервис «Мои друзья» для переписки в чатах, но управление контактами и редактирование профиля стали недоступны без настройки учетной записи. Камера телефона получила полное обновление как на аппаратном, так и на программном уровне. Компания одной из первых установила 2-мегапиксельный модуль в мобильный телефон и прикрыла его защитной шторкой, которая автоматически запускает камеру при открытии. Подсветка также была усилена дополнительным диодом, а оптика была улучшена. Если камера К700 настроена на гиперфокальное расстояние, обеспечивая резкость примерно с 30 см до бесконечности, то в объективе К750 появился подвижный элемент, позволяющий в режиме макросъемки автоматически фокусироваться на расстоянии 10 см до объекта, что в свою очередь дает легкое размытие заднего плана. Разница особенно заметна при прямом сравнении с К700. Фокусировка происходит при неполном нажатии кнопки спуска, а полная производит съемку. Система автофокуса также активна при записи видео. Перед началом съемки камера автоматически наводит резкость. Качество съемки выросло как в идеальных условиях, так и при недостаточном освещении. Кроме того, обновленный сенсор позволил полностью избавиться от эффекта черного солнца, характерного для предыдущей модели. И для фото, и для видео действует общий набор настроек. Джойстиком регулируется яркость в 5 ступенях, а качелькой на торце цифровое 4-кратное увеличение без снижения разрешения снимка. К другим общим параметрам относятся ночной режим, включение подсветки, выбор стандартных эффектов, в числе которых черно-белый фильтр, негатив, сепия и передержка, настройка баланса белого и место сохранения в память телефона или на карту. В режиме фотосъемки также есть панорамный режим, склеивающий одно изображение из 3 кадров, режим серийной съемки, делающий 4 фотографии подряд, а также возможность добавления рамки. Всего их 24, часть из которых перешла из предыдущей модели. Помимо этого имеется таймер автоспуска, при активации которого кнопка спуска мигает в такт звуковому сигналу. Доступны выбор разрешения снимка и его качества, нанесение даты и времени на изображение и сброс счетчика кадров. В видеорежиме, помимо смены разрешения, можно активировать специальный ММС-режим с ограничением длительности записи. Все мультимедийные файлы хранятся в меню «Диспетчер файлов», куда была добавлена папка для сохраненных интернет-страниц. Рядом с каждым файлом появился значок с телефоном или картой памяти, в зависимости от расположения этого файла. В комплекте с телефоном шла карта памяти на 64 мегабайта, но была заявлена поддержка карт до 2 гигабайт. Отформатировать карту можно прямо в меню функций. Было доработано и управление данными. В К750 появилась опция «Отметить все файлы» для массовой отправки данных на другое устройство. В К700 файлы можно было выделить по одному и только для того, чтобы удалить их или переместить в другую папку. Была добавлена сортировка файлов, тогда как раньше новые файлы просто оставались вверху списка, а в галерее стало возможно изменение размера сетки. Оно повлияет в том числе на страницу выбора SMS-смайлов. Для просмотра изображений была добавлена смена ориентации экрана на ландшафтную, а для режима слайд-шоу реализован предварительный выбор ориентации. Также фотографию можно приблизить и составить из области увеличения новое, отдельное изображение. А функции редактирования и поворота картинок были перемещены на главный экран меню функций, что сделало их более заметными. Рингтоны, преимущественно представленные в формате MP3, находятся в папке «Звуки». Прослушивать музыку можно и в отдельном, существовавшем и ранее музыкальном плеере. Он получил обновление, позволяющее создавать пользовательские плейлисты, однако навигация по исполнителям и альбомам по-прежнему отсутствует. Среди других нововведений — сортировка файлов, режим повтора плейлиста, поддержка видеоклипов с возможностью свернуть плеер без остановки звука и новый пресет для эквалайзера Megabass.
Уровень громкости, регулируемый качелькой, теперь отображается на экране, в отличие от модели K700. А за управление воспроизведением отвечает новая клавиша на левом торце, как и радиоприемник, работающая только при подключении гарнитуры. Радиоприемник тоже обновился, получив функцию RDS, которая распознает название станции и переключает частоту на соседнюю при плохом сигнале. Он также позволяет сохранить до 20 станций и работает в фоновом режиме. Помимо картинок, видео и звуков, в диспетчере файлов находятся и темы оформления. Всего их 4. Все они содержат анимированные обои на главном экране, как и встроенные темы в K700. Но теперь анимированные элементы добавлены и в различные меню. Следом за темами идут папки с играми и приложениями. Доступ к играм осуществляется не только через диспетчер файлов, но и через меню развлечения. От предыдущей модели был унаследован теннисный симулятор Super Real Tennis. Его единственным изменением стал новый вступительный экран с логотипом Sega и копирайты, что связано с реорганизацией компании Sega Wow. Весь игровой процесс, персонажи, набор режимов, таких как тренировка, турниры и свободная игра, остались прежними. Авиасимулятор Aero Mission 3D также демонстрирует возможности телефона по отрисовке трехмерной графики. Задача игрока, управляя истребителем, за отведенное время уничтожать вражеские самолеты, набрав для победы не менее 70 очков. После успешного прохождения можно попробовать улучшить свой результат в таблице рекордов или выбрать другой уровень сложности. Последняя встроенная игра — Puzzle Slider. Это головоломка, в которой необходимо восстановить исходное изображение, меняя местами два соседних фрагмента. В качестве основы для пазла можно использовать как встроенное изображение, так и собственные файлы из галереи или снимки, сделанные на камеру телефона. Перед началом можно выбрать размер игрового поля и уровень сложности. В легком фрагменты пронумерованы, а в сложном подсказки отсутствуют. Любое стороннее приложение можно перенести на карту памяти, но при ее извлечении приложение не исчезает из списка, а просто становится недоступным. Также в меню развлечения появилось несколько новых функций. Например, видео-диджей, впервые появившийся в K750. Это встроенный видеоредактор для монтажа клипов. Он позволяет комбинировать видеофрагменты, фотографии и текстовые слайды, для которых можно настраивать цвет фона и шрифта. Для видео доступна обрезка, а для слайдов — настройка длительности показа. Также можно накладывать звук, используя в качестве саундтрека собственные записи в формате AMR или один из 20 предустановленных аудиоклипов. Правда, визуальные переходы между сценами, появившиеся в более поздних моделях, здесь еще отсутствуют. Фоторедактор, знакомый по предыдущим моделям Sony Ericsson, в K750 получил название Photo DJ и был вынесен в меню развлечения, тогда как раньше данная функция скрывалась в галерее. Редактор не получил новых опций, но осталось возможным добавление аппликаций или рамок, наложение различных эффектов, размещение текста и фигур, а также рисование на фотографии с помощью инструмента перо. Аудиоредактор Music DJ, доступный и в предыдущих моделях, не претерпел изменений. В нем предустановлены те же 128 сэмплов для 4 инструментов в 4 разных жанрах, из которых можно собрать собственную мелодию, установить ее темп и сохранить в памяти телефона. Дистанционное управление для большего удобства было перенесено из настроек Bluetooth-соединения в развлечение, откуда можно быстро подключиться к другому ПК и управлять медиаплеером и презентациями. Ниже расположен стандартный диктофон для записи голосовых заметок и телефонных разговоров. При активации записи звонка собеседник услышит звуковой сигнал, а пункт «Демонстрация» запускает видеоролик с обзором основных функций и возможностей телефона, который также можно найти в диспетчере файлов. Отдельным разделом в диспетчере вынесены приложения. Среди них программа HP Print. Она позволяет печатать фотографии, карточки контактов или события из календаря, отправляя данные на принтер через Bluetooth или подготовив специальный файл на карте памяти, которую после нужно вставить в совместимый принтер для печати. А приложение «Мировое время» отображает время в разных точках планеты. Города можно выбирать, вращая и приближая 3D-модель Земли, или просто выбрав нужный вариант из полного списка. Также доступен режим карты часовых поясов, который наглядно показывает границы временных зон по всему миру. Любую игру или приложение можно свернуть, нажав клавишу событий. Для возврата к нему следует использовать ссылку в меню быстрого действия или вернуться к списку игр или приложений в диспетчере файлов.
Доступ к списку приложений есть и в меню Organizer. Этот раздел также дополнился фонариком, который может мигать или светиться постоянным светом, и синхронизацией, перенесенной сюда из раздела «Связь», позволяющей скопировать контакты, события или заметки на удаленный сервер. Большая часть стандартных инструментов осталась в неизменном виде. Это будильник, работающий в однократном режиме или по определенным дням недели, задания, которые можно помечать после выполнения, заметки, которые могут отображаться в режиме ожидания, таймер, выставляющийся с точностью до секунды и работающий в фоне, а также памятка кодов, в которой за четырехзначным кодом можно скрыть конфиденциальную информацию. Остальные инструменты подверглись едва заметным правкам. В календаре экран списка событий стал удобнее, а календарные страницы, поля для ввода и экран события остались прежними. Калькулятор, обладающий функцией памяти, лишился автоматического выделения кнопки «Равно» после выбора действия. А в секундомере, позволяющем замерять промежуточные круги, обновилась иконка в строке состояния, обозначающая его работу в фоновом режиме. В настройках телефона появилась новая вкладка «Связь». Этот пункт был перенесен из главного меню, где его место теперь занимает журнал вызовов. Тем не менее, он, как и прежде, доступен из главного экрана. В параметрах связи находится настройка Bluetooth-соединения, для которого появился режим энергосбережения. При его активации одновременное подключение нескольких устройств становится невозможным. В телефоне также сохранилась поддержка передачи данных через инфракрасный порт. В этом же разделе осуществляется управление подключенными аксессуарами, а в меню «Передача данных» стало возможно вручную закрыть интернет-соединение. В звуковых параметрах находятся настройки громкости звонка, вибрации, мелодии сигнала и звука клавиш. К стандартному тональному сигналу клавиатуры был добавлен вариант «Щелчки». В настройках дисплея можно выбрать фоновый рисунок и тему оформления, заменить приветственную заставку и скринсейвер. Стандартную заставку с часами в режиме ожидания, оформленную новым шрифтом, стало возможным выключить совсем. Кроме того, вместо выбора режима работы подсветки была добавлена настройка уровня ее яркости. Во вкладке «Вызовы», где находятся настройки переадресации, управление вызовами, счетчики и параметры беспроводной гарнитуры, все осталось по-прежнему. В общих настройках появилось несколько новых опций. В меню «Новые события» можно выбрать тип уведомлений. В первом случае при поступлении уведомления открывается соответствующая вкладка в меню событий, а во втором – стандартное всплывающее уведомление, как в старых моделях. В настройках музыкальной клавиши можно задать, каким проигрывателем она будет управлять – медиаплеером, радиоприемником или последним из использовавшихся. А пункт «Советы» дополняет мастер настройки полезной информации к некоторым функциям. Остальные пункты остались неизменными. Доступны выбор и регулировка звуковых профилей, за исключением профиля для телетайпа, аксессуара для людей с нарушением слуха, который был вытеснен распространением SMS. Ниже находятся настройки времени и даты с измененным форматом отображения даты, выбор языка пользовательского интерфейса и раскладки клавиатуры, управление голосовыми командами, просмотр сведений об устройстве, куда добавился и показатель уровня заряда в процентах, настройка быстрых действий на джойстик, а также меню с параметрами безопасности. Завершает список сброс всех параметров до заводских значений. В главном меню место прямой ссылки на сайт Sony Ericsson занял сервис Play Now, предназначенный для покупки рингтонов, но его серверы давно отключены. Сам веб-браузер получил несколько мелких улучшений. Например, в меню функций появилась кнопка очистки кэша и настройка отображения медиафайлов. Обновилась и главная страница интернет-услуг, которая дополнилась ссылкой на каталог мобильных аксессуаров. Sony Ericsson K750 стал одним из самых универсальных телефонов, сочетающим в компактном корпусе широкие мультимедийные возможности, простой интерфейс и одну из лучших камер на рынке. Тем не менее, некоторым пользователям не хватало поддержки технологии Edge и удобного плеера. Но для ценителей музыки компания через пару месяцев выпустила первый телефон под брендом Walkman W800, созданный на основе K750. Он стоил на пару тысяч рублей дороже, комплектовался качественными наушниками с переходником под стандартный разъем и картой памяти на 512 мегабайт, а также обладал обновленным плеером с улучшенной навигацией по музыкальной библиотеке. Главной альтернативой этим двум моделям от других брендов являлся смартфон Nokia 6681, а также его более продвинутая версия 6680.
При всех своих преимуществах, большом экране, многозадачности и качественных приложениях, среди которых есть и средства для работы с документами, они отличались более солидными габаритами и сложным интерфейсом, а также более скромными фотовозможностями. Выпущенный компанией Samsung функциональный слайдер D600 оказался существенно дороже, а качество камеры все равно не достигло уровня K750. А логичным продолжением линейки камерафонов от Sony Ericsson стали две похожие модели – K790 и ее 3G-версия K800, оснащенная фронтальной камерой. Эти аппараты вывели мобильную съемку на очередной качественно новый уровень.